Представьте себе скрытый код, священную структуру, которая лежит в основе всего существующего. Это не законы, созданные человеком, ограниченные временем или географией, а космические законы вне времени и пространства. Они не контролируют ваши действия угрозой наказания, а направляют вашу жизнь к большему пониманию и удовлетворению. Эти законы сформировали ваше прошлое и будут формировать ваше будущее, но, что наиболее важно, они могут осветить ваше настоящее. Когда мы погружаемся в эти универсальные законы, пусть вы обретете не только знания, но и понимание. Не просто информацию, но и трансформацию. А конкретные примеры из жизни помогут вам ясно и четко понять не только их в действии, но и получить практическую пользу. Лена всегда верила в важность взаимосвязей между людьми. Она активно участвует в волонтерских проектах, помогая бездомным. Однажды, во время распределения еды, она встретила Стаса, который потерял работу и не знал, как дальше жить. Лена не только помогла ему с едой, но и предложила свою помощь в поиске новой работы. Стас, вдохновленный добротой Лены, начал активно искать вакансии и вскоре нашел работу своей мечты. Он понял, что каждый из нас связан, и даже маленькое доброе дело может изменить чью-то жизнь. Благодаря Лене он не только восстановил уверенность в себе, но и начал помогать другим, создавая цепочку доброты. Катя работала в офисе и часто замечала, как Олег, ее коллега, игнорирует других, проявляя эгоизм в работе. Он не делился идеями и избегал сотрудничества, что создавало напряженность в команде. Однажды, когда проект завис, Катя решила обратиться к Олегу за помощью, но он отказался, сказав, что его это не касается. В результате команда не смогла завершить проект вовремя, и это негативно сказалось на всех. Катя поняла, что игнорирование взаимосвязей и эгоизм могут привести не только к провалу, но и к разрушению командного духа. Она сделала вывод, что важно работать вместе и поддерживать друг друга, чтобы достичь успеха. Эти примеры показывают, как закон божественного единства проявляется в жизни. Позитивные действия, как у Лены, могут создавать цепочку добра, тогда как эгоизм, как у Олега, может разрушать связи и приводить к неудачам. Этот принцип утверждает, что мы все связаны и являемся частью божественной бесконечной энергии, которая гораздо больше наших индивидуальных сущностей. Он учит нас, что каждое действие, каждая мысль, каждое слово, которое мы произносим, не ограничивается рамками нашей личной жизни, а отзывается по всей Вселенной, влияя на целое. Понимание закона божественного единства помогает осознать, что никто не одинок. Мы вместе на этом пути. Мы не просто капли в океане, а и океан в капле. Если все, что мы видим, чувствуем и переживаем, является продолжением одного и того же божественного источника, то любовь, доброта и сострадание становятся логичными ответами на все взаимодействия. Речь идет о том, чтобы относиться к другим с таким же уважением и заботой, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Боль, причиненная другому, – это боль, причиненная вам самому. Этот закон является воплощением золотого правила. Относитесь к другим так, как хотите, чтобы относились к вам. Как мы можем применить этот принцип в повседневной жизни? Начните с того, чтобы замечать божественное в каждом человеке, которого вы встречаете. Рассматривайте каждое взаимодействие как возможность проявить доброту и понимание. Когда вы говорите, пусть ваши слова отражают ваше осознание этого единства. Когда вы слушаете, делайте это с эмпатией, исходящей из понимания, что мы все ветви одного дерева. Сергей всегда мечтал о здоровом образе жизни.
Он часто жаловался на свою работу, где проводил много времени за компьютером и не уделял внимания своему здоровью. Однажды он решил, что хочет изменить свою жизнь и стать более активным. Сергей начал с небольших изменений. Он стал ходить на прогулки, заниматься спортом и правильно питаться. Постепенно его энергия возросла, и он стал чувствовать себя лучше. Его новые привычки начали отражаться на работе. Он стал более продуктивным и креативным. Коллеги заметили изменения в Сергее и начали интересоваться его подходом к здоровью. Этот пример иллюстрирует закон соответствия. Изменения внутри Сергея привели к изменениям в его окружении и жизни. Когда он начал заботиться о своем здоровье, его успехи отразились на всех аспектах его жизни, включая работу и отношения с коллегами. Закон соответствия утверждает, что то, что происходит внутри вас, соответствует тому, что происходит снаружи. Он говорит о том, что ваши внутренние чувства и мысли непосредственно влияют на внешний мир. То, что происходит снаружи, является отражением того, что происходит внутри вас. Как внутри, так и снаружи – это его девиз. Если вы чувствуете себя хорошо, все вокруг кажется прекрасным. Если вы чувствуете себя плохо, все вокруг кажется плохим. Если внутри вас царит мир, вокруг вас тоже будет мир. Но если вы чувствуете себя неуютно, вы столкнетесь со стрессом в жизни. Вы сталкиваетесь с мощной истиной. Вы являетесь архитекторами своей реальности. У вас есть сила формировать ваш внешний мир, изменяя ваше внутреннее состояние. Мысли, которые вы думаете, убеждения, которые вы придерживаетесь, и установки, которые вы воплощаете – все это рисует яркую картину, которая становится вашей жизнью. То, о чем вы думаете, становится тем, с чем вам приходится жить. Чтобы изменить свой мир, вы должны сначала изменить себя, и внешний мир отразит это. Анна всегда была оптимистичной и верила в силу позитивных мыслей. Она начинала каждое утро с медитации и аффирмаций, утверждая, что она привлекает в свою жизнь успех и счастье. Благодаря своему позитивному настрою она легко находила общий язык с коллегами и привлекала к себе людей. Однажды, когда Анна столкнулась с трудностями на работе, она решила не поддаваться негативным мыслям. Вместо этого она продолжала фокусироваться на своих целях и поддерживала позитивный настрой. В результате ее усилия окупились. Она получила повышение и начала работать над интересными проектами. Этот пример показывает, как закон вибраций работает в жизни Анны. Ее позитивные мысли и эмоции привлекли к ней успех и новые возможности. Поддержание высоких вибраций помогает привлекать положительные события и людей. Закон вибраций утверждает, что все в нашей Вселенной, от крупнейших галактик до мельчайших частиц, функционирует на различных частотах или вибрациях. Ничто не покоится, все находится в движении, постоянно вибрируя и резонируя на разных уровнях. Если я хочу больше денег, мне нужно понять вибрацию или ощущение денег и попытаться соответствовать этой частоте. Если я хочу испытать любовь, я должен вибрировать на частоте любви, которая является самой высокой. Если я желаю, чтобы определенный человек был в моей жизни, мы оба должны быть настроены на одну и ту же вибрацию. Чтобы использовать этот закон для манифестации ваших желаний, вы должны согласовать свою вибрацию с тем, чего хотите. Если вы хотите быть среди звезд, сначала вы должны почувствовать себя таковым. Осознание этого закона меняет наше восприятие себя и нашего места в мире. Мы не просто физические сущности, проходящие через жизнь. Мы энергетические существа, вибрирующие на определенных частотах, и эти вибрации влияют на наш опыт, взаимодействие и реальность. Подумайте о своих мыслях и эмоциях. Когда вы полны радости и позитива, вы чувствуете себя легким,
как будто вибрируете на более высокой частоте. Точно так же, когда вы грустите или находитесь в негативном состоянии, вы ощущаете тяжесть, как будто вибрируете на более низкой частоте. Юлия всегда мечтала о том, чтобы найти свою любовь. Она часто думала о том, каким должен быть идеальный партнер, и представляла себе счастливые моменты вместе. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на одиночестве, она начала заниматься хобби, которые ей нравились, и посещать мероприятия, где могла встретить новых людей. Однажды на одном из таких мероприятий Юлия познакомилась с Дмитрием. Он разделял ее интересы и позитивный взгляд на жизнь. Их общение быстро переросло в романтические отношения, и они стали поддерживать друг друга в достижении своих целей. Этот пример демонстрирует закон привлечения. Юлия, сосредоточенная на положительных мыслях и действиях, привлекла в свою жизнь именно того человека, о котором мечтала. Ее уверенность и радость помогли создать условия для встречи с Дмитрием, что подтвердило силу ее намерений. Закон привлечения утверждает, что подобное притягивает подобное. Все, на чем вы сосредотачиваете свое внимание, будь то положительное или отрицательное, вы привлекаете в свою жизнь. Это не просто философия, а принцип, признанный древними культурами, квантовыми физиками и успешными людьми по всему миру. Закон привлечения очень похож на закон вибрации. Вы не притягиваете то, что хотите. Вы притягиваете то, кем являетесь. Этот закон также говорит о том, что вы должны верить в возможность получения желаемого. Если вы хотите привлечь деньги, но не видите, как это возможно, и сомневаетесь, что это произойдет, вы будете как лодка в океане, которую сносит ветер. Маловероятно ожидать, что вы привлечете то, во что не верите. Если вы хотите хорошего здоровья, вам нужно заботиться о себе так, будто ваша жизнь зависит от этого. Если вы хотите денег, будьте щедрыми с ними, и они вернутся к вам. Если вы хотите любви, начните с того, чтобы любить себя и других. Практикуйте благодарность. Каждый день записывайте, за что вы благодарны. Это помогает изменить фокус на позитив и привлекает больше хорошего в вашу жизнь. Используйте эти техники регулярно, и вы заметите, как ваша жизнь начнет меняться в соответствии с вашими намерениями. Алексей долгое время мечтал открыть свой бизнес, но постоянно откладывал это решение. Однажды, после вдохновляющей книги о предпринимательстве, он почувствовал сильный импульс действовать. Вместо того, чтобы снова откладывать свои планы, он решил сделать первый шаг – составить бизнес-план. Алексей начал исследовать рынок, общаться с потенциальными клиентами и собирать идеи. Он даже записался на курсы по управлению бизнесом, чтобы улучшить свои навыки. Благодаря этому вдохновению он вскоре запустил свой интернет-магазин, который быстро завоевал популярность. Этот пример иллюстрирует закон вдохновленного действия. Когда Алексей следовал своему внутреннему импульсу и действовал, он смог превратить свою мечту в реальность. Вдохновение стало катализатором для конкретных действий, что привело к успеху в его бизнесе. Закон вдохновленного действия утверждает, что хотя вы можете визуализировать, утверждать и выравнивать свои мысли с вашими желаниями, ничего не изменится, пока вы не предпримете действия. Однако это не просто любые действия, а вдохновленные действия, которые исходят из состояния согласия с вашими желаниями, интуицией и внутренним руководством. Этот закон является движущей силой для проявления ваших мечтаний. В то время как закон привлечения помогает вам согласовать ваши мысли и чувства с желаниями, закон вдохновленного действия побуждает вас двигаться в направлении этих желаний. Это мост, соединяющий невидимый мир мыслей с осязаемым миром реальности.
Чтобы получить то, что вы хотите, вы должны играть свою роль. Вдохновленное действие не является принудительным. Оно не рождается из отчаяния или страха. Это радостное и восторженное движение к вашим желаниям. Оно ощущается естественно, без усилий и в полном соответствии с тем, кто вы есть. Это происходит тогда, когда вы так взволнованы своей целью, что вас тянет действовать не потому, что вы должны, а потому, что вы хотите. Ирина работала в стрессовой среде, где часто сталкивалась с негативными эмоциями и напряжением. Вместо того, чтобы позволять этим эмоциям захватывать ее, она решила использовать закон превращения энергии. Ирина начала заниматься йогой и медитацией, чтобы трансформировать негативную энергию в позитивную. Каждое утро она проводила время на коврике для йоги, очищая свой разум и наполняя себя энергией. После занятий Ирина чувствовала себя более спокойной и сосредоточенной, что помогало ей лучше справляться с рабочими задачами и взаимодействовать с коллегами. Этот пример демонстрирует закон превращения энергии. Ирина смогла трансформировать негативные эмоции в позитивную энергию через практики, которые помогли ей улучшить качество жизни и повысить продуктивность. Превращая стресс в силу, она создала более гармоничную атмосферу как для себя, так и для окружающих. Закон превращения энергии утверждает, что все, включая ваши мысли, чувства и слова, состоит из энергии. И энергия не может быть создана или уничтожена. Она может лишь изменяться из одной формы в другую. Когда вы думаете или чувствуете что-то, это не просто останавливается, оно превращается во что-то, что уходит во Вселенную. Этот закон лежит в основе утверждения, что мысли материальны или что мысли становятся вещами. Важно понимать, что любые мысли и чувства, которые вы испытываете, создают и привлекают что-то в ответ на эти мысли. Поэтому вам нужно сознательно выбирать хорошие мысли и чувства. Не задерживайтесь на плохих мыслях слишком долго, иначе они могут привести к плохим ситуациям. Быстро переключайте свои мысли, когда замечаете негативные. Изменяйте энергию этой мысли, заменяя ее на положительную. Делайте это быстро, прежде чем негативная мысль станет реальностью. Упражнение. Шаг 1. Возьмите ручку и лист бумаги. Подумайте, вспомните и напишите 5 наиболее часто повторяющихся мыслей. Какие они? Тревожные, беспокойные или что-то еще? Какими ощущениями отвечает ваше тело на эти мысли? Страх, испуг. Запишите их. Одинаковы ли эти ощущения каждый раз? Подумайте, к какой реальности вас ведет такая связка мысль плюс эмоция. Шаг 2. Вспомните и напишите 5 наиболее часто повторяющихся чувств. Чувство тревоги, страх. Возможно, вы просыпаетесь с такими ощущениями. Какими мыслями отвечает ваш мозг на это ощущение тела? Запишите ответ. Как часто вы слышите ту же самую мысль в связке с ощущением, которое вы описали? Повторяйте это упражнение как можно чаще, чтобы увидеть, как работают ваши мысли в связке с телом, формируя телесные ощущения, и наоборот, как ваше тело формирует ваши мысли, создавая циклическую связь между мыслями и телом. Обязательно запишите все мысли, которые вам мешают, и замените их положительными утверждениями. Каждый раз, когда вы слышите в уме мысли, и когда чувствуете эти неприятные ощущения, заменяйте их положительными утверждениями. Постепенно вы переформатируете свой разум и станете более позитивными, что непременно скажется на вашей жизни. Дмитрий всегда был увлечен спортом, но долгое время не уделял достаточно внимания своей физической форме. Однажды он решил, что хочет изменить свою жизнь и стать более здоровым. Он начал регулярно тренироваться и следить за своим питанием. Через несколько месяцев упорных тренировок и правильного питания Дмитрий заметил значительные изменения. Он стал чувствовать себя энергичнее,
улучшилась его физическая форма, и он даже начал участвовать в марафонах. Его успехи вдохновили друзей, которые тоже начали заниматься спортом. Этот пример иллюстрирует закон причины и следствия. Действия Дмитрия, регулярные тренировки и здоровое питание, привели к положительным изменениям в его жизни, улучшению здоровья и физической формы. Каждый выбор и действие имеют свои последствия, и осознанные усилия могут привести к значительным результатам. Закон причины и следствия гласит, что вы получаете обратно то, что отдаете. То, что вы делаете для себя, для других или для мира, вернется к вам. Это закон. Все, что происходит в жизни, имеет свою причину. События происходят с вами или для вас из-за чего-то, что вы сделали. Если вы делаете хорошие дела, это приносит вам пользу. Если вы делаете плохие вещи, это также влияет на вас. На каждое действие есть равная и противоположная реакция. Понимание этого закона дает вам знание о том, что если вы хотите изменить последствия, которые вы испытываете, вы должны изменить причины, которые вы запустили. Вы пожинаете то, что сеете. Вы никогда не получите манго, если посеете яблоки, и не получите любви, если посеете ненависть. Вы получаете ровно то, что отправляете во Вселенную. Что вы даете, то и получаете. Если вы даете любовь, вы получите любовь. Если даете деньги, вы получите деньги. Что отдается, то и возвращается. То, что вы делаете или говорите, не исчезает. Оно всегда возвращается, чтобы либо вознаградить вас, либо навредить. Это может не произойти сразу, но оно обязательно вернется. Наталья работала в крупной компании и часто оставалась на работе допоздна, чтобы завершить проекты. Сначала она думала, что это поможет ей продвинуться по карьерной лестнице. Однако, несмотря на ее усилия, повышения не происходило, и она начала чувствовать усталость и разочарование. Однажды Наталья решила изменить подход. Она начала уделять больше времени своему личному развитию, записалась на курсы по психологии и научилась управлять своим временем. В результате ее работа стала более продуктивной, и она научилась находить баланс между работой и личной жизнью. Спустя некоторое время ее усилия были замечены, и Наталья получила повышение. Она поняла, что ее новые навыки и подход к работе компенсировали прежние усилия, которые не приносили результатов. Этот пример иллюстрирует закон компенсации. Наталья, изменив свой подход и развив новые навыки, получила вознаграждение в виде повышения. Закон показывает, что усилия, вложенные в личное развитие и изменения, могут привести к положительным результатам, даже если предыдущие усилия не давали ожидаемого результата. Закон компенсации связан с законами вибрации, притяжения, причины и следствия, а также превращения энергии. Этот закон утверждает, что вы будете вознаграждены в прямой пропорции к той ценности, которую вы предоставляете другим и миру. Он охватывает принцип «как ты даешь, так и получаешь». Ценность, которую вы вносите в жизнь других, в общество или в мир, неизбежно вернется к вам. Этот закон не ограничивается только материальными благами. Он выходит за пределы физической реальности, охватывая любовь, доброту, радость и мир. Когда вы свободно отдаете любовь, вы находите любовь. Когда вы распространяете радость, вы сами испытываете радость. Сергей переживал трудные времена, его бизнес не приносил прибыли, и он чувствовал себя подавленным. Он часто сравнивал себя с успешными предпринимателями, что только усиливало его негативные эмоции. Однажды Сергей встретил своего старого друга, который рассказал о своих собственных трудностях в бизнесе и о том, как ему пришлось преодолевать множество препятствий. Это вдохновило Сергея. Он осознал, что каждый сталкивается с трудностями, и что его ситуация не так уж плоха по сравнению с другими.
Сергей начал смотреть на свои проблемы с другой стороны. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на неудачах, он стал видеть возможности для роста и обучения. Он начал принимать активные меры для улучшения своего бизнеса, что в итоге привело к успеху. Этот пример иллюстрирует закон относительности. Восприятие ситуации зависит от контекста. Сергей, изменив свое отношение к трудностям, смог найти мотивацию и силы для изменений. Закон показывает, что сравнение с другими может помочь увидеть свои проблемы в новом свете и найти пути их решения. Закон относительности утверждает, что ничто само по себе не является хорошим или плохим. Вещи таковы, как вы решаете их воспринимать. Все сводится к значению, которое вы им придаете. Этот закон призывает вас отступить от ваших индивидуальных переживаний и увидеть их с более широкой перспективы. То, что может казаться вам значительной проблемой, может выглядеть как незначительное препятствие по сравнению с теми вызовами, с которыми сталкиваются другие. Аналогично, то, что вы воспринимаете как небольшое достижение, может быть мечтой для кого-то другого. Закон относительности говорит вам, что не нужно все вокруг себя маркировать. Когда что-то происходит, вы не обязаны определять, хорошо это или плохо. Вместо этого вы можете рассматривать это как эффект причины. Вы решаете, какое значение придавать всему в вашей жизни. Все, что происходит в вашей жизни, на самом деле нейтрально. Оно становится положительным или отрицательным только потому, что вы так к нему относитесь. Анна всегда была оптимистичной и старалась видеть положительные стороны жизни. Однако в один момент она столкнулась с серьезными трудностями, потеряла работу и переживала разрыв отношений. В такие моменты ей было сложно сохранять позитивный настрой. Тем не менее, Анна вспомнила о законе полярности. Для каждого негативного опыта существует позитивная сторона. Она решила рассмотреть свою ситуацию с другой точки зрения. Потеря работы дала ей возможность переосмыслить свои карьерные цели и заняться тем, что она действительно любит – искусством. Анна начала развивать свои художественные навыки, участвовать в выставках и продавать свои работы. В итоге она не только нашла новую работу, но и открыла для себя страсть, о которой давно мечтала. Этот пример иллюстрирует закон полярности. Каждая ситуация имеет две стороны. Анна, столкнувшись с трудностями, смогла увидеть возможности для роста и изменений. Закон показывает, что негативные события могут привести к позитивным изменениям, если мы готовы изменить свое восприятие. Закон полярности утверждает, что у всего есть две стороны, и все имеет свою противоположность. У жизни есть начало и конец, существует духовный мир, и мы живем в физическом мире. Есть северный и южный полюс, божественная женская и божественная мужская энергия. Двойные искры, твин-флеймы, часто кажутся очень разными, но на самом деле они едины. Есть горячее и холодное, но это просто разные степени того, что мы называем температурой. Есть добро и зло, и это просто разные степени того, что мы воспринимаем как мораль. Закон полярности учит вас, что даже в самые темные времена существует потенциал для света. В ваших величайших испытаниях есть семена возможностей, а в глубоком горе сохраняется способность к радости. Ведите дневник, где записывайте свои трудности и ищите в них скрытые возможности. Это поможет вам развить мышление на поиск позитива. Максим всегда стремился к успеху в своей карьере, но иногда чувствовал себя перегруженным и уставшим. Он заметил, что в его жизни есть циклы. Иногда он был полон энергии и готов работать, а в другие моменты испытывал усталость и отсутствие мотивации. Однажды Максим решил обратить внимание на этот ритм. Он начал планировать свою работу, учитывая свои естественные циклы. В периоды высокой продуктивности он сосредотачивался на сложных задачах, а в моменты низкой энергии занимался рутинными делами или отдыхал.
Это позволило ему не только повысить свою продуктивность, но и избежать выгорания. Максим научился принимать свои циклы, понимая, что период отдыха так же важен, как и период активной работы. Этот пример иллюстрирует закон ритма. Жизнь и работа подвержены циклам. Максим, осознав свои ритмы, смог адаптироваться к ним и извлечь из этого пользу. Закон показывает, что принятие естественных колебаний в жизни помогает достичь гармонии и эффективности. Закон ритма гласит, что у Вселенной есть естественный ритм или поток, и ей не нравится, когда этот ритм нарушается. Он учит нас, что все во Вселенной движется по циклу или шаблону, подобно колебаниям маятника или смене сезонов. Так же, как прилив приходит и уходит, как день сменяется ночью, а зима уступает место весне, каждый аспект жизни подвержен этому ритмическому движению. Этот закон напоминает нам, что наша жизнь также подвержена этим естественным ритмам. Существуют времена активности и отдыха, периоды роста и отступления, моменты радости и моменты печали. Вы можете избежать многих проблем, проявляя терпение и позволяя вещам происходить естественно в их собственное время. Хаос возникает, когда вы пытаетесь заставить вещи происходить по своему расписанию. Это не работает и может оставить вас с чувством разочарования. Используйте медитацию или практики внимательности, чтобы быть в гармонии с ритмами вашего тела и ума, что поможет вам лучше справляться со стрессом. Екатерина работала в IT-компании, где преобладали мужчины. Она заметила, что многие коллеги не воспринимали ее всерьез из-за стереотипов о женщинах в технической сфере. Это порождало у нее чувство неуверенности. Однажды Екатерина решила изменить свою ситуацию. Она начала активно участвовать в профессиональных конференциях и семинарах, где делилась своими знаниями и опытом. Постепенно ее уверенность росла, и коллеги начали замечать ее компетентность. Екатерина также стала наставником для молодых женщин в своей компании, помогая им преодолевать гендерные стереотипы. Она поняла, что закон гендера не только о различиях, но и о возможности использовать эти различия в свою пользу, создавая разнообразие и принимая новых участников в команду. Этот пример иллюстрирует закон гендера. Восприятие и роли мужчин и женщин могут влиять на профессиональную среду. Екатерина, приняв вызов и став активным участником изменений, смогла не только улучшить свое положение, но и помочь другим. Закон показывает, что осознание гендерных различий может привести к положительным изменениям в обществе и на рабочем месте. Закон гендера завершает этот ряд законов, подчеркивая важность как мужских, так и женских энергий, которые присутствуют в каждом из нас и во всем, что нас окружает. Эти энергии взаимодействуют и создают баланс в нашей жизни и во Вселенной. Закон гендера не имеет отношения к тому, быть ли вам мужчиной или женщиной. Он касается мужских и женских энергий, существующих внутри нас и во Вселенной. Независимо от вашего пола, важно понимать взаимосвязь между этими энергиями. Нет энергии, которая была бы превосходной или лучше другой. Это просто противоположные энергии, которые работают вместе. Понимание закона гендера помогает нам оценить важность баланса. Он говорит о том, что для достижения своего полного потенциала мы должны гармонизировать как мужские, так и женские энергии внутри себя. Это не означает быть менее мужчиной или менее женщиной. Это о том, чтобы принять все аспекты нашей природы и стать целостными личностями. Практикуйте саморефлексию. Задайте себе вопросы о том, какие качества вы хотите развить, и создайте план действий для их внедрения в свою жизнь. Эти древние законы всегда интуитивно знали и соблюдали мудрейшие люди. Когда вы не следуете этим законам, вы как будто противостоите тому, как устроен мир, и это делает жизнь действительно трудной.
Это не значит, что кто-то вас наказывает, но жизнь может казаться наказанием, потому что вы плывете против течения Вселенной. Создайте ритуал. Например, каждую неделю выделяйте время для самоанализа, где вы будете размышлять над этими законами и тем, как они проявляются в вашей жизни. Это поможет вам глубже понять себя и свои действия. Помните, что ключ к успеху – это регулярная практика и открытость к изменениям.